Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Динчер, не ответивший на приглашение Эшрефа выйти наружу, от страха прячется внутри. Когда Динчер не выходит, Эшреф и его люди входят внутрь и взрывают заложенную взрывчатку. Когда Нисан рассказывает Джерин о том, что слышал разговор Сиды, Джерин думает, что Нисан преувеличивает и говорит, что они заинтересованы, потому что она очень талантлива. Когда Нисан упоминает, что думает об Эшрефе и скучает по нему, а также упоминает, как долго они были в разлуке, Джерин с удивлением обнаруживает, что его нет. После взрыва Эшреф заходит внутрь и обыскивает помещение, находя тело, руку и часы, которые он нашел на руке ранее. Затем он звонит Чигдем, объясняет, что произошло, и просит ее выяснить, кому принадлежит рука. Прибывают люди Кадира, и пока полиция осматривает место происшествия, они узнают, что никто не выжил, поэтому уходят. Когда женщина, сопровождавшая Кадира Динчера, звонит Сиде и сообщает ей, что Динчер мертв, Сида отказывается в это верить. Гурдал теряет слух во время взрыва, и, не слыша ее, они начинают над ним издеваться. Чем меньше Гурдал слышит, тем громче он кричит. Нисан расстраивается и злится из-за того, что Эшреф не позвонил. Джерин предупреждает его не звонить, пока Эшреф не позвонит сам, и Нисан впадает в ярость: «Это невозможно, я не позвоню». Эшреф уже собирался позвонить Нисану, но, злясь на себя, кладет телефон в карман и говорит: «Ты дал обещание, ты его сдержишь, но ты не сможешь». Эшреф говорит Хыдер Бабе: «Пора вернуть то, что принадлежит мне». Хыдер Баба поздравляет Эшрефа, говоря: «Ты поступаешь правильно». Нисан убегает, думая, что все звонки от Эшрефа, но таблоиды звонят, чтобы узнать о видео. Когда Нисан видит, что трейлеры посмотрели многие, Джерин сокрушается, жалея, что не видела эти дни в Афре. Джерин утешает ее. Кадир перехватывает Чигдем и пытается выяснить, сотрудничает ли она с Эшрефом, но Чигдем все отрицает, пытаясь ее остановить. В этот момент звонит Эшреф и говорит: «Твой партнер мертв, не волнуйся, я тебя не подведу. Я отправлю тебя к нему как можно скорее». Юбка Кадира развивается, и он начинает выкрикивать приказы своим людям. Когда отец Хедера, Эшреф, уходит со своими людьми, женщина, сопровождающая отца Хедера, берет прядь волос Эшрефа. Эйприл неотрывно следит за Эшрефом через окно. Эшреф же, напротив, постоянно думает о Нисане, рисуя его на каждом листке бумаги и ручке, которые ему попадаются. В то время как Нисан с подозрением относится к Динчеру и проводит расследование, Джерин с нетерпением ждет публикации видео, и они смотрят его вместе. Мюслим, Гурдал и Фарук, опасаясь, что Кадир продолжит продавать наркотики, следят за детьми, которые их продают. Ирмак подходит к Эшрефу и спрашивает, вышло ли видео Нисана. Эшреф отвечает: «Нет». Ирмак говорит: «Но оно очень красивое». Эшреф отвечает: «Я бы не хотел его смотреть». Ирмак говорит: «Разве не стыдно?» «Не могу удержаться», — говорит она, — «хотя бы напиши мне сообщение и подожди». Эшреф отказывается и пытается уйти. Приходит Хафиза и просит ее найти внучку. Эшреф говорит: «Не волнуйся, мама, мы ее найдем. Не смотри на Ирмака, я не буду так искать Нисана». Затем он уходит из дома. Мюслима берут наркоторговца и пытаются разговорить его. Кадир приходит к Якупу и вспоминает разговоры с ним и тот момент, когда тот его убил. Ребенок объясняет, что не знает, кто купил наркотики, что им дали машину и что они распространяли их уже 3 дня. Фарук отпустил его, поставив условия. Чигдем звонит Эшрефу и говорит, что они забирают тело у того, что распространяет Кадир. По дороге Эшреф видит молодого человека, который устраивает беспорядки, и, узнав, что он наркоман, пытается его остановить. Когда мальчик угрожает Эшрефу ножом, Эшреф слегка его избивает. Мальчик умоляет Эшрефа помочь мне: «Брат, я не хочу умирать». Кадир начинает получать счет за проданный им товар. Эшреф отправляет мальчика в больницу и говорит матери, чтобы она не волновалась, так как все расходы беру на себя. Женщина благодарит его, говоря: «Да воссоединит тебя Бог с любимым».
Бывшая девушка Фарука пишет ему и договаривается о встрече в том же месте. Продавец оставленных ими вещей нашел Касапа и дает ему дорогу. Нисан сидит на улице, но больше не может. Она звонит Нисану и говорит: «Не могу поверить, что ты так легко от меня отказался». Эшреф говорит: «Если бы мы сдались, мы бы совсем его не любили». Я отвечаю: «Я больше не могу». Эшреф советует ей сосредоточиться на карьере. Нисан сидит на их обычном месте встречи и разговаривает, а Эшреф наблюдает за ней. Когда Эшреф говорит: «Мне так нужно тебя обнять», Эшреф отвечает: «Не заставляй меня». Когда Эшреф говорит Нисану, что любит ее, Нисан говорит: «Мне больно это слышать». Эшреф говорит: «Я же сказал тебе, чтобы ты был счастлив». Нисан спрашивает: «Ты знаешь, где я?» Эшреф отвечает: «Я знаю, что ты в нашем парке». Нисан оглядывается на мгновение, думая, что она здесь. Она говорит ему, что Фарук звонил сзади, и говорит: «Я тебе перезвоню». Когда Фарук сообщает ей, что Кадир превратил дом Якупа в фабрику, Эшреф отвечает: «Я сейчас вернусь». Он снова звонит Нисан. Он говорит Нисану, что тот должен идти и начать новую войну. Когда Нисан злится, говоря: «Я всегда с тобой, я так по тебе скучаю», Эшреф произносит романтическую речь и вешает трубку. Когда Нисан садится, глаза ее полны слез, она узнает его по клипу и подходит к нему, чтобы сфотографироваться. Нисан в шоке соглашается сделать снимок. Эшреф звонит Кадиру и спрашивает: «Было ли то, что ты сделал ради Якупа, просто плохим поступком?» Затем он говорит: «Подожди меня, я приду». Он вешает трубку. Кадир и Эшреф готовятся, как будто готовятся к войне. Эшреф говорит своим людям: «Сегодня ночью смерть, возврата нет, пора собирать то, что нам доверяют». Они отправляются в путь. Человек, с которым Кадир торговал наркотиками, предупреждает своих людей ничего не делать, пока Эшреф не окажется в ловушке. Когда Седа звонит Кадиру и требует объяснений за то, что он распространяет чушь, Кадир резко отвечает: «Денчер исчез». Эшреф входит туда один и стреляет в воздух. Когда Эшреф говорит ему, что это доверенное лицо отца Якупа: «Либо ты сдаешь мне это место сейчас, либо я убью вас всех здесь», он говорит ему: «Нам нечего тебе дать». Он приказывает ему убить его, говоря: «Нам нечего тебе дать». Завязывается драка, и люди Эшрефа берут в плен людей Касапа. Когда он спрашивает о Касапе, они отвечают, что тот сбежал. Когда Нисан возвращается домой, Джерин с радостью сообщает им, что видео набрало больше просмотров. Джерин нашла бывшего помощника Динчера и говорит, что может поговорить с ним, чтобы получить информацию о Динчере. Нисан объясняет, что не смогла связаться с Динчером, и поговорила с Седой, сказав, что Динчер уехал в Лондон по делам. Когда Касап звонит Кадиру и сообщает, что ему едва удалось спастись, Кадир приходит в ярость и кричит: «Эти идиоты захватили это место». Эшреф заходит в комнату отца Якупа и делится своими воспоминаниями о нем, вспоминая, как все происходило в этой комнате, как они были как отец и сын. Когда Эшреф говорит: «Я так скучаю по тебе, папа», и добавляет: «Даже его тени достаточно», его люди тоже говорят об отце. Эшреф говорит: «Нам нужно привести это место в порядок, теперь это место наше». Кадир, боясь Эшрефа, очень беспокойно ложится спать и даже кладет пистолет под подушку. Когда Кадир просыпается, он обнаруживает себя на вертолетной площадке вместе со своей кроватью. К нему подходит мужчина и говорит: «У старика для тебя сообщение». Он отвечает: «Доброе утро», и уходит. Не сумев дозвониться до Гонджи, Гурдал приходит к ней домой, врывается внутрь, говорит, что ужасно по ней скучает и пытается обнять и поцеловать. Ганджа распыляет на него перцовый баллончик. Гурдал корчится от боли и кричит: «Я был глухим, а теперь ослеп». Пока Кинан не может найти Кадира и ругает мужчин, Кадир возвращается домой босиком в пижаме. Кадир в ярости на мужчин и Кинана. Сначала он приставляет пистолет к его шее, спрашивая, что ты делаешь, а затем избивает его, говоря: «Извини, брат. Я собирался выстрелить тебе в голову, или мне нужно было выпустить пар». Затем он говорит Кинану: «Давай оставим это между нами, иначе они будут над нами смеяться». Затем он что-то вспоминает и бормочет: «Джигдем».
Эшреф вместе с Гурдалом и Муслимом убирают комнату Якупа и развешивают их фотографии на стенах. Эшреф погружен в размышления, вспоминая прошлое. Он говорит Гурдалу: «Сегодня приедут сироты, настоящие хозяева этого места. Подготовься к их приезду». Гурдал и Ермак уходят готовиться. Хыдыр Баба не соглашается на анализ ДНК волос Эшрефа. Что будет делать Кадир, если окажется, что это мой сын? Он злится и говорит: «Я не хочу давать согласие». Нисан и Джерин договариваются встретиться, чтобы узнать информацию о бывшем помощнике Динчера. Увидев Нисана, девушка в испуге убегает со словами: «Они здесь, держитесь подальше от Динчера, пожалуйста, больше меня не беспокойте». Нисан и Джерин не понимают, что происходит, а Нисан в полном замешательстве. Узнав, что Нисан встретился с помощницей, Седа спрашивает: «Почему ты так зациклен?» Это только подтолкнет нас к более раннему обсуждению. Эшреф говорит, что нам нужно быть осторожнее, а Чегдем отправляет сообщение о необходимости встретиться и все обсудить. Эшреф просит Гурдала разобраться с местонахождением внучки Хафизи. Заметив отсутствие Фарука и спросив, где Айтен, Ермак отвечает: «К сожалению». Фарук встречается с Айтен. Айтен говорит: «Ты совсем не изменилась». Фарук отвечает: «Я уже совсем не тот, что прежде, разве что тот образ, который ты видишь». Когда Айтен признается, что замужем, и спрашивает, что ты натворила, Фарук спрашивает: «Я ждал тебя, ждал, что ты придешь и извинишься, как собака. Что ты хочешь со мной сделать?» Айтен отвечает: «Тебе не понравится это слышать, но я ни разу не улыбалась с тех пор, как ты ушла. Я приняла твое проклятие, и, несмотря ни на что, ты заслуживаешь счастья». Фарук спрашивает: «Зачем ты снова меня позвала?» Айтен отвечает: «Я скучала по тебе». Когда Фарук говорит, что ты замужем, Айтен говорит, что ее нет рядом. Звонит телефон Фарука, и это Эшреф. Эшреф предупреждает ее: «Я не хочу, чтобы ты страдала. Если ты забудешь, что с тобой сделали, ты будешь страдать. Помни, не забывай». Когда он добирается до Айтен, она говорит: «Мне пора». Они уходят вместе. Айтен говорит: «Ты видишь меня в последний раз. Меня здесь больше не будет». Айтен спрашивает: «Ты пишешь стихи?» Фарук отвечает: «Он единственный, кто остался». Айтен отвечает: «Я хочу услышать их в последний раз». Когда Фарук говорит: «Я больше не буду писать тебе стихи», Айтен крепко обнимает Фарука, говорит: «До скорой встречи» и уходит. Чегдем предупреждает Эшрефа, что он связан с очень плохими людьми и что ему нужно быть осторожнее. Она говорит Эшрефу, что пока я вижу тебя, я буду делать все, что ты хочешь, и помогать тебе. Когда Эшреф спрашивает, встречается ли она с Кадиром, Чегдем говорит: «Это как безумная влюбленная», а Эшреф отвечает: «Ты хорошо выглядишь, как сковородка, надеюсь, все получится». Тем временем Кинан делает фотографии, подтверждающие их встречу, и уходит. Хитрые люди мешают Эшрефу и Кадиру работать, поэтому они забирают их обоих и пытаются проучить. Когда Нисан говорит: «Может быть, Эшреф был прав все это время», Джерин отвечает: «Ты говоришь так, чтобы доказать правоту Эшрефа». Когда Нисан переходит на сторону Джерин, Джерин говорит: «Не срывайся на мне». Когда Нисан говорит: «Дело не в тебе», она отвечает: «Я не могу жить без Эшрефа, я задыхаюсь, я не могу дышать». Несмотря на попытки Джерин остановить ее, она выходит из дома, чтобы увидеть Эшрефа. Весть о том, что Нисан ушел, сразу доходит до Седы, которая просит их следовать за ней. Кадир, узнав, что Эшреф отвезет сирот к Якупу, отправляется туда. Сироты приходят и спешат обнять Эшрефа, говоря, что очень по нему скучают. Когда Амер говорит, что должен был навестить его в тюрьме, но Кадир не пускает, Эшреф приглашает детей к столу со словами: «Эти времена прошли. Смотри, мы накрыли для тебя стол. Садись». Нисан звонит Ермаку и узнает, где находится Эшреф, надеясь сделать ему сюрприз. Ермак сообщает Эшрефу адрес, думая, что сможет сделать ему сюрприз. Затем такси перехватывают люди Седы. Когда Седа звонит Нисану и дает ей телефон, Седа говорит, что слышала, что он едет к Эшрефу. Нисан все отрицает, говоря, что едет к подруге.
Когда Седа предлагает друзьям проводить ее до места назначения, Ниссан без возражений выходит из такси, и ее поклонники, узнав ее, собираются в толпу, чтобы сфотографироваться. Ниссан пользуется хаосом и сбегает. Мюслим говорит Эрмаку, что хочет поговорить, и упоминает, что отец прислал сообщение. Он говорит: «Оставь его в покое, поцелуй мою руку, я тебя прощу». Эрмак спрашивает: «И это все?» Мюслим спрашивает: «Как я могу это сделать, Эшреф? Как я могу тебя оставить? Ты же не будешь скучать по мне?» Эрмак отвечает: «Конечно, мы уже привыкли. Мы все это время скучали по тебе». Мюслим спрашивает: «И это все?» Эрмак отвечает: «Что мне делать?» Затем они едут за внучкой Хафизи Ханем, избивают мальчика, открывшего дверь, забирают девочку и уезжают. Нисню сбежала из хаоса на машине, которую прислал Эшреф. Когда они встречаются, глаза обоих сияют. Когда Эшреф и Ниссан приезжают в дом сирот, дети вне себя от радости. Ниссан приглашает всех детей на свой первый концерт. Она просит их не фотографироваться с девочкой, у которой сегодня день рождения, и что они не видели там Ниссан. Она обещает прислать ей фотографию с автографом. Она снимает браслет и отдает его им. Пока дети пытаются заговорить с Эшрефом, дети просят Ниссан спеть. Ниссан не отказывает им, а сразу же поет. Когда песня заканчивается, один из мужчин шепчет Эшрефу на ухо, чтобы он оставался с детьми, и уходит. Когда приходит Кадир и спрашивает: «Неужели вы думали, что так легко отнимете у меня это место?» Фарук отвечает: «Мы и не думали». Пока Кадир подстрекает Гурдала и Фарука, появляется Эшреф. Эшреф обещает забрать все, что у него есть, и Кадир говорит: «Тебе будет трудно это взять». Кадир провоцирует его, и Эшреф хватает его за воротник и выхватывает оружие. Амир кричит: «Эшреф, брат!» и Эшреф приказывает им сложить оружие. На этот раз Кадир видит Ниссан и насмехается над ней. Когда Эшреф снова хватает его, Ниссан требует отпустить ее, говоря: «Там дети, Эшреф». Кадир говорит детям, что принес им подарки, приказывает своим людям разгрузить их и зовет детей. Но никто из детей не двигается. Амир говорит: «Нам ничего от тебя не нужно». Кадир спрашивает: «Ты все равно большой, как осел. Можешь не брать». Когда Кадир спрашивает: «Кто твой отец?», дети молчат. Когда он подходит к детям, они начинают кричать: «Эшреф, папа». Кадир глубоко оскорблен этим, говорит: «Ты промыл детям мозги», садится в машину и уезжает. Ниссан сообщает об этом Джерин, настаивая на том, что ее местонахождение должно оставаться в тайне. Эшреф подходит к Ниссан и извиняется за то, что втянул ее в это. Ниссан отвечает: «Ты же все-таки часть мафии». Эшреф отвечает, что это не проблема мафии, а война между добром и злом. Ниссан спрашивает: «На чьей ты стороне?» и добавляет: «Я видел, что ты можешь быть хорошим отцом». Когда Эшреф говорит: «Не думаю, что доживу до отцовства», Ниссан просит его поторопиться, что раздражает Эшрефа. Когда он тайно привозит Ниссан домой, чтобы высадить ее, Ниссан спрашивает: «Когда мы вернемся к нормальной жизни, я люблю тебя». На вопрос Эшрефа: «Неужели ты так не говоришь?» Эшреф отвечает: «Я не люблю повторяться». Когда Ниссан говорит: «Я люблю, я хочу слышать и чувствовать», Эшреф просит: «Открой бардачок». Открыв его и заглянув в коробку, Ниссан находит микрофон. Это тот самый микрофон, с которым Сезен Аксу впервые выступила. Ниссан говорит: «Спускайся». Он вытаскивает Эшрефа из машины и крепко обнимает ее. Попрощавшись с Ниссан, Ниссан мирно возвращается домой и входит. Эшреф больше не может этого выносить. Эрмак, следуя за ним, пишет ему, что головы забрали Хыдер и Аби, и в гневе садится в машину и уезжает. Когда Ниссан выходит из машины и не видит машины, ее глаза наполняются слезами. Она говорит: «Я ненавижу любить тебя, ты ушел, ничего мне не сказав». Звонит телефон Ниссан, это бывший помощник Динчера. Он говорит, что Динчер одержим Ниссан и спрятал вещи, связанные с ней, в своей комнате. Он говорит, что не знает, что случилось, и что никто не может войти в комнату. Он вешает трубку. Головы приходят за Кадиром, и начинается драка.
Кадир приходит в ярость, понимая, что теряет репутацию. Когда к Хафизе приводит внучку Салиху, Салиха ведет себя неуважительно, а Эрмак ругает его и заставляет замолчать. Фарук говорит: иди поговори с Эрмаком о своих чувствах к ней, какими бы они ни были. Дурдал подслушивает его и спрашивает, о чем тот собирается говорить. К ней подходит прокурор Сельма Чикдем с документами, бросает в нее фотографии и требует объяснений. Как ты мне это объяснишь? Ты что, в сговоре с Эшрефом Тыком? Когда Нисан приходит в дом Динчера и обнаруживает, что Седы там нет, она заходит в дом и пытается проникнуть в кабинет Динчера под предлогом того, что хочет пойти в ванную. Но обыскивая комнату, она находит спальню матери и входит туда. Она начинает рыться в ящиках. Мошенники поймали в ловушку и Эшрефа, и Кадира. Нисан находит фотографию, которую спрятал Динчер, и, услышав шаги, прячет ее за спиной. Дверь открывается, входит Динчер и спрашивает Нисан: что ты здесь делаешь? Когда Нисан спрашивает, где ты был, чтобы не быть загнанным в угол, Динчер вспоминает, как пожертвовал всеми своими людьми, чтобы от них избавиться, как он сбежал, прикрепив свои часы к их наручным часам, а затем рассказал Седе о случившемся. Когда я спросил Нисан, что она там прячет, Нисан показал ей фотографию и сказал: ты мне объяснишь. Недалекие мужчины направили пистолеты на Эшрефа и Кадира и сказали: решайте, либо вы присягаете, либо умрете. Эшреф и Кадир прошептали: мы сможем спастись, если объединимся, а Кадир вдруг сказал: мы сможем договориться, если ты придешь, поцелуешь нам руки и извинишься. Затем, как и в старые добрые времена, Кадир крикнул: вы все едины, а Эшреф крикнул: сироты едины. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.